Уважаемые дамы и господа, ваше превосходительство, сегодня испытанию на прочность подвергаются сами основы международного правопорядка, стратегическая стабильность и ООН-центричная система мировой политики. Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в нашу способность объединять усилия ради общего блага и справедливости для всех. Будем откровенны, далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН – суверенное равенство всех государств. Соединенные Штаты давно объявили устами своих президентов о собственной исключительности. Это касается отношений Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания даже в ущерб их национальным интересам. Правь Америка. В этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой угрозы многосторонности и международному миру. Важнейшие компоненты международного права, Устав ООН и решения нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. А многие резолюции Совета Безопасности и вовсе игнорируются. Среди них резолюция 2202, одобрившие Минские договоренности по Украине, резолюция 1031, утвердившая Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине на основе принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов. Про саботаж резолюции по Ближнему Востоку можно говорить бесконечно. Чего стоит заявление Энтони Блинкена в интервью CNN в феврале 2021 года в ответ на вопрос о том, что он думает о решении предыдущей администрации США признать принадлежность Израилю сирийских голландских высот. Если кто не помнит, я освежу вашу память. В ответ на этот вопрос госсекретарь произнес: если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голланы очень важны для обеспечения безопасности Израиля. Конец цитаты. И это при том, что резолюция 497, мы с вами это хорошо знаем, которую никто не отменял, квалифицирует как незаконную аннексию Израилем голландских высот. Но, согласно тем самым правилам, надо, цитирую Энтони Блинкена, оставить в стороне вопрос о законности. И, конечно, у всех свежо в памяти заявление постпреда США о том, что принятая 25 марта резолюция 2728 о немедленном прекращении огня в секторе Газа не носит юридически обязывающего характера. То есть американские правила важнее статьи 25 Устава ООН. В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» уже предвидел суть порядка, основанного на правилах. Цитирую: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Конец цитаты. Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями. Гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями. Все схемы, все без исключения схемы евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и сдерживание России. Главная роль отводилась НАТО, которая в итоге подмяла под себя создававшийся вроде бы для европейцев Евросоюз, беззастенчиво приватизированы структуры ОБСЕ в грубейшее нарушение Хельсинского заключительного акта. Безоглядное расширение НАТО, вопреки многократным в течение долгих лет предупреждениям со стороны Москвы, спровоцировало и украинский кризис, начиная с организованного Вашингтоном госпереворота в феврале 2014 года для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведенного к власти неонацистского режима, когда Порошенко, а затем Зеленский вели войну против собственных граждан на Донбассе, законодательно уничтожали русское образование, русскую культуру, русские средства массовой информации и в целом русский язык, запрещали украинскую православную церковь. Никто на Западе этого не замечал. Не требовал от своих подопечных в Киеве соблюдать приличия, не нарушать международные конвенции по правам национальных меньшинств, да и саму Конституцию Украины, которая требует соблюдать эти права.
Именно для устранения угроз безопасности России и защиты людей, ощущающих себя частью русской культуры и живущих на землях, столетиями обустраивавшихся их предками, для спасения их от законодательного, да и физического истребления была начата специальная военная операция. Показательно, что и сейчас, когда выдвигаются многочисленные инициативы по украинскому регулированию, мало кто вспоминает о попрании Киевом прав человека и национальных меньшинств. Ничто из этого в упомянутые инициативы не включается. Лишь недавно в документах Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины было сформулировано соответствующее требование, главным образом благодаря принципиальной и настойчивой позиции Венгрии. Однако реальные возможности и желания Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения. Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств, всех без исключения. Ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а российская политика Зеленского по факту получает одобрение. Характерно, что в 2014 году, 10 лет назад, Зеленский говорил, цитирую, «Если на востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну». Конец цитаты. С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал, и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию ради будущего детей своих и внуков. Обращаюсь к хозяевам украинского режима, заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии. Уважаемые коллеги, Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ. Разрушив практически до основания основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями, Соединенные Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. На днях на саммите в Вашингтоне лидеры стран Альянса затвердили свои претензии на главенствующую роль не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Декларируется, что НАТО, дескать, по-прежнему руководствуется задачей защиты территории своих членов, но для этого необходимо распространить доминирование Альянса на весь Евразийский континент и прилегающие морские акватории. Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого океана с очевидной целью подорвать осяноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса. На замену созданных за десятилетия вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа «Аукус» и прочих разного рода четверок и троек. На днях замглавы Пентагона Хикс заявил, что США и союзники, цитирую, должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. Конец цитаты. Ради сдерживания России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его же лекалам систему глобализации. Вашингтон сделал все, чтобы взорвать, в том числе буквально, посредством терактов на газопроводах «Северные потоки», основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Берлин тогда промолчал. А сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно: США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение. США решили. И при всем этом господин Кирби, координатор по вопросам медиапространства в Вашингтоне, от имени президента США заявляет, цитирую: «Мы не стремимся к Третьей мировой войне.
Это имело бы ужасные последствия для европейского континента. Конец цитаты. Как говорится, оговорка по Фрейду. То есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Ну а европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована. Американцы, поставив под ружье весь коллективный Запад, расширяют торгово-экономическую войну с неугодными, развязав беспрецедентную кампанию односторонних принудительных мер, которые бьют бумерангом по Европе прежде всего и ведут к дальнейшей фрагментации мировой экономики. От неоколониальных практик стран Запада страдают страны глобального юга в Азии, Африке, Латинской Америке. Незаконные санкции, многочисленные протекционистские меры, ограничения на доступ к технологиям прямо противоречат подлинной многосторонности и создают серьезные препятствия для достижения целей повестки развития ООН. Где все те атрибуты свободного рынка, к которым США и их союзники столько лет всех приучали? Рыночная экономика, добросовестная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, свобода передвижения людей, товаров, капиталов и услуг – сегодня все это отправлено в утиль. Геополитика похоронила некогда священные для Запада законы рынка. Недавно мы услышали публичные требования официальных лиц США и Евросоюза, Китайской Народной Республики, требования сократить избыточное производство в высокотехнологичных отраслях, поскольку и в них Запад начал утрачивать свои многолетние преимущества. Теперь вместо рыночных принципов те самые правила. Уважаемые коллеги, действия Соединенных Штатов и их союзников, конечно же, мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира. Берут в заложники целые страны и регионы, не дают народам реализовать записанные в уставе суверенные права, отвлекают от столь необходимой совместной работы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах, от работы по сокращению глобального неравенства, ликвидации угроз терроризма и наркопреступности, голода и болезней. Убежден, что это положение можно исправить, разумеется, при наличии доброй воли. Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения ряд шагов, которые направлены на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки. Первое. Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент Путин, не буду их повторять. Политика дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления. При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы. Второе. Восстановление регионального и глобального баланса сил должно сопровождаться активными усилиями по устранению несправедливости в мировой экономике. В многополярном мире по определению не должно быть монополистов в валютно-финансовом регулировании, торговле, технологиях. Эту точку зрения разделяет подавляющее большинство членов мирового сообщества. Особое значение имеет скорейшее реформирование Бреттон-Вудских институтов и Всемирной торговой организации, деятельность которых должна отражать реальный вес незападных центров роста и развития. Третье. Серьезные качественные перемены должны произойти и в других институтах глобального управления, если мы хотим, чтобы они работали на благо всех. Прежде всего, это касается нашей организации, которая до сих пор, несмотря ни на что, является воплощением многосторонности, обладает уникальной, универсальной легитимностью и общепризнанной широтой компетенций. Важным шагом на пути к восстановлению эффективности ООН стало бы переподтверждение всеми ее членами своей приверженности принципам устава, причем не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи. О том, какую форму могло бы принять такое переподтверждение, можно подумать вместе.
Большую работу проводят образованные по инициативе Венесуэлы группы друзей в защиту устава ООН. Приглашаем все страны, сохраняющие веру в верховенство международного права, присоединиться к ее работе. Ключевым элементом реформы организации должно стать изменение состава Совета Безопасности, хотя само по себе оно не поможет наладить продуктивную работу, если не будет базового согласия о методах деятельности между постоянными членами. Это соображение, тем не менее, не отменяет императив устранения географических и геополитических перекосов в Совбезе, где сегодня явно перепредставлены страны коллективного Запада. Давно назревшим шагом является достижение максимально широкого согласия о конкретных параметрах реформы, призванной укрепить представленность Азии, Африки и Латинской Америки. Необходимы также перемены в кадровой политике секретариата, чтобы устранить засилье граждан и подданных стран Запада в административных структурах организации. Ну и, конечно же, генсекретарь и его сотрудники обязаны неукоснительно, без каких-либо исключений, соблюдать принципы беспристрастности и нейтральности, как того требует статья 100 Устава ООН, о чем мы не устаем напоминать. Четвертое. Укреплению многополярных начал международной жизни призвано способствовать, помимо ООН, и другие многосторонние объединения. Среди них группа 20, в которой присутствуют как страны мирового большинства, так и западные государства. Мандат двадцатки строго ограничен вопросами экономики и развития, поэтому важно, чтобы предметный диалог на этой площадке был избавлен от конъюнктурных попыток вбрасывать геополитические сюжеты, иначе мы загубим эту полезную площадку. Все большую роль в построении справедливого и многостороннего порядка на основе принципов устава играют БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. В них объединены страны, представляющие различные регионы цивилизации, сотрудничающие на основе равенства, взаимного уважения, консенсуса и обоюдоприемлемых компромиссов. Это я назвал бы золотым стандартом многостороннего взаимодействия с участием великих держав. Практическое значение для утверждения многополярности имеют такие региональные объединения, как Содружество независимых государств, Организация договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, Африканский союз, СЕЛАК. Видим важной задачей налаживание разносторонних связей между ними, в том числе с подключением потенциала ООН. Российское председательство в Совете одно из ближайших заседаний посвятит взаимодействию ООН с евразийскими региональными организациями. Уважаемые коллеги, выступая 9 июля на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сказал: становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, процесс сложный и во многом даже болезненный. Конец цитаты. Дискуссии на эту тему, мы считаем, должны выстраиваться без скатывания в бесплодную полемику на основе трезвого анализа всей совокупности фактов. Необходимо прежде всего восстановить профессиональную дипломатию, культуру диалога, умение слушать и слышать, сохранять каналы кризисной коммуникации. От того, способны ли политики и дипломаты сформулировать нечто вроде единого видения будущего, зависит жизни миллионов людей. Будет ли наш мир многообразным и справедливым, зависит, опять же, от нас с вами, от стран-членов. Точка опоры есть, это устав нашей организации, подчеркну это еще раз. Если все без исключения будут следовать его духу и букве, то Объединенным Нациям по силам преодолеть текущие разногласия и прийти к общему знаменателю по большинству вопросов. Конец истории не состоялся. Давайте вместе работать в интересах начала истории подлинной многосторонности, отражающей все богатство культурно-цивилизационного многообразия народов мира. Приглашаем к дискуссии. Разумеется, она должна быть только честной.